Оказавшись в Перу, мы не могли не посетить Амазонку. Джунгли же, интересно. А для туристов здесь есть такой формат отдыха, как остановка в лодж, проживание в лодж. Ну, это типа турбаз. И в районе Пуэрто-Малдонадо есть много-много-много разных вариантов, где можно остановиться. Но когда мы выбирали наш отель или нашу турбазу, мы хотели, чтобы это было прям джунгли-джунгли, то есть не пригород, и в то же время, чтобы было красиво и комфортно. Поэтому мы выбрали Эко-Амазония Лодж. Это действительно далеко от города, мы плыли на лодке больше часа. Туристов размещают в отдельно стоящих домиках или бунгало. У каждого домика есть свое имя. Мы попали в домик, который называется Капибара. Ну, так нам сказали. Какой у нас крутой домик! Так много места! Capybara, capybara, sitting in the sun, soaking up the warm rays, having so much fun with your friends beside you by the river shore, splashing in the water, can't ask for more. Capybara, capybara, big and round. Окон нет, вместо окон натянуты сетки. Все, что происходит на улице, слышно, а на улице чирикают всякие разные птицы и шумят животные. А еще у нас здесь есть большое патио. То есть я такая выхожу из домика. Бах. А тут вот так. Диванчик такой. Столик. Там всякие живности бегают. Интересно, что в бунгало нет стекол. Вместо стекол там сетки. Поэтому все звуки ночных джунглей, они у вас в домике. На территории есть большой холл, где находится столовая и бар, ресепшн и очень много информационных стендов. Эта турбаза получила правительственную награду, потому что они здесь еще и организовали заповедник, и за ним следят. Территория очень большая, очень красивая, живности полно. То есть здесь агути бегают постоянно, кокосовые орехи таскают, грызут их где-то под домиками. Попугаи летают, иногда обезьяны прибегают, причем обезьяны такие стаи прибегают, пальмы трясут и убегают. Тут так много всяких разных деревьев экзотических. Короче, мы узнали только кокос, банан и какао. Остальное все такое непонятное. Вот эта смесь лимона и грейпфрута. Ой, они уже поспели, вон везде падают. Кислый, как собака. А вот это кешью. Но еще не созрел. Но его уже кто-то поел. Я хочу тот, который не поеденный. Очень вкусно кормят в столовой, необычно и очень вкусно, очень много фруктов. Интересно, что здесь есть свой бассейн, но нет прачечной. Мы приехали с трейла, до этого мы проходили Инка трейл, обязательно посмотрите видео еще и про Инка трейл. Вот, и у нас просто не было чистой одежды, но благо мне показали, где можно постирать. Постирала свое белье, развесила, а потом пошел дождь. Но сейчас пойду проверить, высохло или нет.
Поскольку все-таки джунгли есть правила. Нельзя приносить еду в домике, потому что насекомые. Ни в коем случае нельзя самостоятельно уходить за территорию турбазы. То есть это не вариант, когда вы такие, пойду сам погуляю. Нет, все экскурсии только с гидом. Интернет выдают по расписанию. Мы когда только приехали, нас встретил такой слегка суровый менеджер. Сказал, что из-за того, что дни были пасмурные, у них недостаточно энергии, потому что это эко-лодж, они запитываются от солнечной энергии. И предупредил, чтобы мы были готовы к подключению электричества, и что, может быть, воды горячей не будет. Но на самом деле ничего такого не было. У нас был душ, свет, все было хорошо. Несмотря на то, что территория лагеря очень уютная, в первую половину дня здесь практически никого нет, потому что все на экскурсиях. Ну, как бы идея такая, вы приехали на Амазонку джунгли посмотреть, вот и в лес всех. Поэтому гиды всех вывозят, ну, есть программа, есть определенное расписание, и все группы до обеда на экскурсиях. Вот, есть экскурсии после обеда и даже ночные экскурсии. В зависимости от того, сколько у вас дней, у вас разная программа. И здесь нарисованы маршруты, куда вас гиды поведут. Каждый день у нас есть какие-то мероприятия. То есть каждый день мы встаем рано-рано. У нас есть прикрепленный к нашей группе гид. И гид нас выводит в джунгли, показывает местную флору-фауну, знакомит нас с местными обитателями, если нам повезет их увидеть. In the heart of the jungle and the sun so bright, lived a little monkey with a dream in sight. He loved bananas, yellow and sweet, but all he found were beetles at his feet. Oh, the banana song, singing loud and long, for the monkey on a quest where he belongs. Through the trees he swings with hope in his heart, to find the golden fruit, that's just the start. He searched high and low in every leafy nook, with a gleam in his eye, a determined look, climbing up the tallest trees, scouring the ground, but only banana peels were to be found. You should try. В джунглях грязно. У них есть специально оборудованные места, где можно прийти и помыть обувь после джунглей. А если прям в сильную грязь ведут туристов, то выдают им сапоги. У меня есть такие легкие дождевые штаны, баллоневые, но легкие. Вот они мне очень помогают. То есть они и запачкать не жалко, и вроде как не очень жарко в них, потому что очень высокая влажность здесь, очень, когда солнце особенно светит, очень жарко. И дожди, а дожди просто вот раз и пошел дождь. Ну, само по себе прогулка по джунглям — это прикольно. Это совершенно другая среда, это совершенно другие растения. Иногда там кто-то шумит, в ветках прыгает. Ну, так, интересно.
М.